Всем привет, мои дорогие, мои любимые подписчики! Я рада приветствовать вас на своем канале Easy Russian. Я сегодня уже в кепке, потому что я отращиваю свои волосы, которые я отрезала неделю назад. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о своем опыте, печальном зачастую опыте продажи и покупки вещей на Marketplace. Если вы знаете, Facebook не так давно, где-то, наверное, года 2 или 3 назад, запустил сервис Marketplace, где ты можешь купить какую-то вещь, что-то вроде Craigslist здесь в Америке, и в России есть такая же платформа, которая называется Авито. Если вам интересны такие storytime видео, пожалуйста, оставайтесь со мной. Итак, почему, в принципе, я за то, чтобы покупать вещи с рук? Потому что, во-первых, вы экономите свои деньги, вы уменьшаете количество вещей в мире, что впоследствии даст меньше мусора. Самое первое, о чем я хотела рассказать, это, в принципе, о бесплатных каких-то вещах, которые ты отдаешь либо покупаешь. Когда я начала вот это расхламление дома, я нашла очень много вещей, которые я готова была отдать бесплатно. И что меня удивило, так это то, как люди договариваются с тобой о том, что они хотят приехать и забрать бесплатную вещь, но затем они пропадают. Ты пишешь этому человеку, потому что, как вы знаете, на халяву очень много людей сбегается. Как я делаю очередь, как бы кто мне написал первый, второй, третий, четвертый. Если первый человек отказывается, то второй человек забирает. И вот этот первый человек, который мне написал, говорил, клялся, божился, что я заберу, я приеду, все, сегодня, вот, или там завтра я приеду, пожалуйста, оставь, мне очень это надо. И потом на следующий день этот человек тебе не отвечает. Он, естественно, не приезжает за этой вещью, ты ему пишешь, он тебе ничего не отвечает. Сообщения, прошу заметить, прочитаны, то есть человек видел, что ты ему писал. Затем ты просто пишешь: окей, я передаю тогда эту возможность второму человеку в очереди. Начинаешь писать второму человеку, и вдруг этот первый человек начинает: ой, нет, все, я забираю, вот все, завтра точно заберу, завтра точно 100% уже забираю. То есть то, что до этого ты ему там пишешь несколько часов подряд, что вы точно не, вы заберете, а там: алло, ау, вы где, будете забирать или нет? Он не отвечал, а как только он увидел, что кто-то другой возьмет эту халяву, то он сразу начинает вновь за нее бороться. Я не знаю, как называть таких людей, возможно, это просто такие, знаете, любители побороться за что-то. Вот им не важно, получит они эту вещь или нет, им важен именно процесс, вот, знаете, борьбы, победить в борьбе. Еще одна большая часть, связанная с какими-то странностями в Marketplace, это porch pickup. То есть, когда ты оставляешь, например, вещь для бесконтактного, так сказать, забора, или как это сказать. В общем, чтобы человек, не видя тебя, забрал вещь и уехал. То есть оставил деньги либо под там, дверным ковриком, например, либо перевел тебе их онлайн. И вот у меня было несколько случаев с этим porch pickup. Я нарвалась на скамершу, которая просто-напросто сфотографировала деньги, которые она якобы положила. Причем она положила их не туда, куда я ее просила положить их, а она положила их вообще совершенно где-то в нескольких метрах от того места, где я просила. Там такую коробочку я ставила специально для того, чтобы она положила туда деньги. Я ей написала: пожалуйста, когда ты заберешь вот наушники мои, ты положи деньги в вот эту коробочку. Вот я ее поставила, пожалуйста, положи их сюда. Она это прочитала, потом, когда она приехала, она вновь спросила, куда положить деньги. Я ей снова написала, что надо положить их в эту коробочку.
Но она почему-то проигнорировала это и положила деньги под дверной коврик. Я не знаю почему, но что самое интересное, она сфотографировала деньги, которые она положила под коврик, отослала мне эту фотографию и забрала деньги. Вот это было очень весело, особенно мне это было очень весело смотреть в режиме онлайн на нашей камере видеонаблюдения, которая находится снаружи дома и которая охватывает просто вообще все, что находится вокруг. И самое интересное, когда я приехала, ну, естественно, я проверила деньги, где они должны были быть, в коробочке их не было, и под дверным ковриком их тоже не было. Наушников тоже не было, это девушка их забрала. И я написала ей что-то вроде: где деньги, куда ты их положила? И она мне ответила сразу же, просто у нее какая-то, видимо, была, знаете, заготовленная фраза о том, что я так и знала, что их украдут, я так и знала, вот положила их, надо было тебе их онлайн отправить. Хотя я ее спрашивала, можешь ли ты мне отправить деньги онлайн, она сказала, что нет, или давай лучше кэшем. Я говорю, ну хорошо, как бы, это твой выбор, мне без разницы, как ты мне отдашь деньги, просто отдай мне их и все. Она начала писать, что вот, как же так, их украли. И я на это все смотрела, так, знаете, ну, мне не было, не могу сказать, что мне было смешно, мне было немножко противно от того, что человек просто обманывает вот так в наглую. Затем я просто поняла, что это, наверное, не первый человек, которого она так обманывает. И я предложила ей просто скинуть видео, где она фотографирует эти деньги и забирает их. Я ей написала, что ты знаешь, у меня просто как бы камеры везде есть, я вижу, что ты положила деньги, сфотографировала их и забрала их. На что она мне стала писать, что нет, что я этого не делала. Я ей говорю, у меня есть видео, у меня есть доказательства, и ну, на самом деле, как бы, имей совесть, если уж тебя поймали на воровстве, тебя поймали на такой вот нечестности, то, пожалуйста, ты уже признай это и гони бабки, где мои бабки, деньги давай. И буквально через 5 минут она мне выслала деньги онлайн через сам Facebook. Опять же, очень сильно извинялась, клялась Богом о том, что она этого не делала, но я это вообще не понимаю, что человек просто уже врет, еще приплетает Бога зачем-то. И что самое смешное, через день она решила все-таки выбить свои деньги назад, начала мне писать о том, что наушники, там, которые я продала, они какие-то нерабочие, что-то сломанное было, хотя эти наушники я использовала только в самолете, я их слушала. Они были в идеальном состоянии, может быть, вы видели эти наушники на мне в поездке в Нью-Йорк. Это такие битсы очень красивого фиолетового цвета. Я очень хорошо за ними ухаживала, они мне просто как новые были реально, несмотря на то, что это довольно-таки старая модель битсов. Еще был в том, что перед тем, как их купить, когда вот она приехала, тогда она их осмотрела, она их включила в телефон, у меня есть это тоже на видео, о том, как она включает их в телефон, как она слушает их, ее все устраивает, она их складывает обратно, она кладет эти деньги под коврик, она фотографирует их, и она их забирает. То есть человек меня не просто, вот, как говорится, наебать хотел, так она еще и не успокаивалась, зная, что у меня есть видео. И когда в этот раз, когда она начала выбивать из меня деньги назад, что она якобы вернет мне наушники, я просто пригрозила ей полицией, шла бы их забрать назад. Но, во-первых, она их проверила, прежде чем она их купила. У меня есть видео о том, как она их смотрит, она их там разворачивает, ковыряется там в них и засовывает их в телефон, слушает их и убирает их назад. А во-вторых, я не знаю, что она делала с этими наушниками в течение там этого дня после покупки. Может быть, она их специально как-то, я не знаю, сломала, может, она их, я не знаю, так вот крутила в разные стороны, чтобы мне как-то насолить. И она мне вернет эти наушники сломанные, я ей верну деньги, и в итоге я останусь со сломанными наушниками, хотя у меня были в идеальном состоянии наушники, а она останется со своими деньгами,
и пойдет дальше разводить кого-то другого. И после того, как я пригрозила полиции, она все-таки отстала от меня. Она снова извинилась передо мной и сказала, что окей, я куплю новый провод, и все будет нормально. Очень часто еще с Porch Pickup мошенники просто забирают какую-то вещь и забывают оставлять тебе деньги. У меня было такое, когда девушка забрала, не помню, что какой-то furniture, какую-то мебель она мне забрала и просто не оставила денег. Хотя я ей говорила тоже оставить ее в специальной коробочке, которую я как бы выношу именно для денежек, когда я знаю, что меня не будет дома, и человек просто приедет и заберет что-то с улицы. Вот. И я сначала такая подумала, блин, может она правда, может она мне их онлайн платила, но потом я посмотрела нашу переписку, ничего она не платила, я просила ее оставить деньги на улице в коробочке, она любезно согласилась это сделать, в итоге прошло несколько часов, я ее спросила как бы, а ты мне деньги заплатила? Вот, эта девушка сначала написала, ой, так я же тебя онлайн сбросила. И я такая, опять проверила, еще раз проверила нашу переписку, еще раз проверила переписку и поняла, что она мне ничего не сбрасывала, никаких денег, ничего. Я снова написала ей, что, дорогая, ты мне ничего не скидывала, посмотри нашу переписку. Затем через несколько дней эта девушка мне таки скинула эти деньги, когда я ей просто писала, она мне ничего не отвечала, я долбала, что деньги-то пришли, где там мои деньги, пусть это там не какие-то большие деньги, но просто, знаете, это дело принципа. Но после таких вот поступков некоторых у меня теряется вера в людей, насколько честными они могут быть с тобой. И еще у меня был случай с мужиком, который договорился тоже о Porch Pickup. Я также выставила то ли шкаф какой-то у меня был, ну, в общем, это тоже был какой-то furniture. Мы с ним договорились, он также был одним из первых, кто мне написал по поводу вот этой вещи. Он приехал, я ему сказала, где, собственно, тоже забрать эту вещь и куда положить деньги. Вот он приехал и просто без меня на месте уже стал выклянчивать скидку. Он начал мне писать, то что вот, а давай там еще в 2 раза дешевле продашь. Я ему написала, нет, я не могу этого сделать, потому что у меня человек, наверное, 20 еще хотят откупить вещь по той цене, которую я выставила. Поэтому либо ты берешь по этой цене, либо ты просто, ну, нет, тебе это не продаю. На что он мне снова начал писать о том, что, блин, нет, я уже здесь, давай, что ты ломаешься. Причем реально начал мне писать таким, знаете, дворовым языком, как будто бы я какая-то его подружайка, и он со мной там, знаете, пиво с семками хреначил, и мы с ним такие кореша. Вот мне начал писать, что вот, да ладно тебе, что ты ломаешься, давай, я уже здесь, там 2 секунды, я заберу эту вещь, тебе не надо будет захламлять свой дом. В общем, такую какую-то дичь мне начал нести. И я просто-напросто написала ему, слушай, мужик, либо ты сейчас берешь эту вещь за ту цену, которую я тебе сказала, либо просто я отдам это другому человеку, кто уже вот прям пишет мне, что она готова выехать прямо сейчас за этим шкафчиком. Он на это мне написал, типа, что мне нужно, окей, ладно, что я посоветуюсь сейчас там со своими дружбанами, которые сидят у меня в машине. И он мне постоянно писал, потому что он около моего дома в машине, и он ждет. И он не может долго ждать, то есть я должна ему ответить быстро, что я согласна на эту цену, в 2 раза дешевле. Нет. В итоге я просто даже ждать не стала, я ему написала, все, ладно, спасибо, хорошего вам дня, я продаю эту шкафчик другой женщине, потому что меня не устраивает, во-первых, ваше общение, а во-вторых, какую цену вы мне предлагаете за этот шкафчик. Минут через 10 я написала другой покупательнице, и она буквально там за полчаса забрала этот шкафчик. Самое интересное, что этот мужик, после того, как я, можно сказать, его как-то отбрила, отфутболила, отказала ему, он начал поливать меня говнищем в сообщениях, что и шкафчик мой говно, и сама я говно, и вообще... Это было просто какой-то неадекват. Я
впервые с таким столкнулась на Marketplace, что люди, не получившие скидку, просто начинают поливать тебя говном. Я не знаю, с чем это связано, что плохого я ему сделала, просто ему отказала в его цене и не стала общаться с ним как с дружбаном каким-то. В общем, после этого я очень долгое время не продавала ничего Porch Pickup. Немножко отвлечемся от конкретно меня. Давайте я вам расскажу типа продавцов на Marketplace, с которыми мне удалось, так сказать, пообщаться воочию. Итак, самый первый — это нормальный продавец. Я отношу себя к нормальному продавцу, потому что нормальный продавец, он отвечает на все вопросы, он делает очередь из покупателей, то есть нет такого, что ты просто рандомно выбираешь человека, который тебе нравится, и отдаешь ему преимущество в покупке. Нет, просто честно берешь, кто первый написал, тот первый и стоит в очереди. И нормальный продавец — это продавец, который отвечает на все вопросы после покупки. Например, я всегда, когда что-то продаю, я говорю человеку: если у вас будут какие-то вопросы или какие-то проблемы после покупки, пожалуйста, дайте мне знать. Так как я бывший владелец этой вещи, скорее всего, я очень легко смогу решить какую-либо проблему, так как я знаю какие-то особенности той или иной вещи. Пишите мне, не бойтесь, я всегда рада вам ответить, я всегда помогу. Есть вот такой второй тип продавцов. Назову их не особо цензурным словом. Наебщики, обманщики. Да, еще одно слово вам в ваш вокабуляр. Наебщики. Они никогда не отвечают конкретно на поставленный вопрос. Вы что-то спрашиваете, и они отвечают либо как будто вообще на другой вопрос, либо очень косвенно касаясь того вопроса, который вы им задали. Наебщики, они всегда что-то не договаривают. Тоже спрашиваешь у них, например, скажите, в каком состоянии, не знаю, например, велосипед. И они тебе отвечают: я нахожусь там-то, там-то. И велосипед, в принципе, как бы нормальный. Я там на нем катался 10 лет назад, он был вообще супер. А сейчас, не знаю, наебщики, они всегда сливаются после того, как они вам что-то продали. Также, когда вы приезжаете покупать что-то у наебщика, он никогда не смотрит вам в глаза. Вот если вы видите продавца, да, приехали что-то покупать, вы видите продавца, и вы смотрите ему в глаза, что-то спрашиваете, а он их постоянно, знаете, отводит. Как-то вот он что-то, так вот что-то першит у него в горле, с ноги на ногу переминается. Когда отвечает на вопрос, он может там нос почесать, либо как-то опять же вот глаза отвести. Не смотрит, в общем, он на вас. Ему стыдно. Это просто реакция его тела. И он не может это скрыть ввиду того, что не особо опытный наебщик, очевидно. Ничего покупать у таких людей, потому что как только вы у них что-то купите, эти люди просто вам ничего отвечать не будут, если будут какие-то проблемы. А проблемы обязательно будут с такими людьми. Либо будут крутиться, как уж на сковородке, чтобы избежать любых проблем с вами. Вот у меня как было тоже, продолжаем мои интересные случаи, мои охренительные истории. Надеюсь, что я вас еще не задолбала. Вообще, был у меня случай с Pack and Play. Это, знаете, такое как манеж, по-русски это манеж, для младенцев, то есть для младенцев, для тоддлеров скорее даже. Манеж, который ты можешь выставить на улице. Он такой очень удобный, с козыречком, то есть ты, например, на бэк-ярде, когда что-то делаешь, и ты боишься, чтобы твой малыш там не наелся травы, какой-то грязи, ты просто открываешь этот манеж, сажаешь туда ребенка, кидаешь ему каких-то игрушек, и он спокойно на свежем воздухе играет, и ты не боишься за его жизнь и здоровье. Приехала женщина, и я ей говорю: давайте посмотрим манеж, прежде чем вы его заберете.
Но она заверила меня, что ой, да не надо, все нормально, все окей, я вам доверяю вам. Мы сейчас, типа, через пару часов поедем на какой-то кемпинг. Значит, моя была ошибка в том, что я не настояла на том, чтобы мы открыли этот манеж и посмотрели его, что действительно все с ним нормально, никаких там дырок нет, никаких пятен нет, ничего. Манеж был действительно в хорошем состоянии. Да, БУ, но в очень хорошем состоянии. И вот проходит где-то, наверное, неделя, и эта женщина мне пишет, прям, знаете, в истерике, что вот, манеж ужасный. Я там забыла тебе написать, значит, на прошлой неделе, после того, как мы вернулись с кемпинга. И забыла тебе написать, что манеж просто ужасный, он был весь грязный, он был там с дырками, он был вообще ужасный. Я такая, я просто в шоке, я говорю, как? Во-первых, говорю, подождите, говорю, вы его купили неделю, там, или даже 10 дней назад. Приехали с кемпинга вы, получается, неделю назад. Почему вы мне раньше не написали? Потом я попросила ее прислать мне фотографии тех вот этих каких-то пятен и дырок, которые она увидела. На что она мне ничего не ответила, просто продолжила свою истерику, что вот, вы там, нет, я хочу деньги назад. Я была в шоке, потому что это первый раз вообще был, когда такое произошло со мной, что на меня так начали гнать. Гнать — это значит предъявлять какие-то претензии или ругаться на кого-либо. Я написала ей, хорошо, привозите манеж. Мне даже самой интересно стало, что же там такое, что эта женщина могла так истерить. Потому что я не помню ничего такого криминального, то есть что-то чересчур как бы плохого, ничего не помню, из-за чего можно было бы так истерить. И вот она привозит мне этот манеж. Причем я выхожу, отдаю ей деньги, она даже не здоровается, ничего, она просто его бросает. Я такая в шоке, немножко подходит, забирает мои деньги, значит, деньги, вот эти $40 несчастных, хотя новый манеж стоит порядка там $150, но это как бы ладно. Я забираю манеж, во-первых, я смотрю, что сумка, она вся грязная, в каком-то просто, я не знаю, в какой-то, я не знаю, как это, какая-то каша или какой-то, в общем, что-то дискастинг, в общем, это было что-то ужасное. Потом, значит, я раскрываю этот манеж и вижу там просто какой-то трэш, там какие-то, знаете, следы от, как это называется, господи, бэби-пюре, бэби-фуд, в общем, от детского пюре, вот этого вот фруктового, просто размазанный какой-то по дну. Это реально позорище. Это позорище, это такой манеж я бы никогда в жизни не дала. И тем более у меня ребенок пюре в жизни вообще не ела никогда. Ни старший Моника не ел пюре в этом манеже, ни младшая тем более, потому что мы просто тупо в нем гуляли на улице, откуда там оказались следы от еды, хрен его знает. Как я понимаю, просто эта женщина, она подумала, что я это магазин Walmart или Costco, в который можно вернуть вообще все в любом состоянии, попользоваться и вернуть потом. Это я знаю, да, что многие так делают, и я это абсолютно не приемлю, когда ты берешь какую-то вещь, пользуешься ей там неделю, потом возвращаешь, причем возвращаешь в хреновом состоянии. И, в общем, эта женщина просто, видимо, решила попользоваться манежем, потом начать истерить и вернуть свои деньги. Так как это был первый раз, когда вот со мной так вот поступили, я не знала, собственно, как себя вести, поэтому я отдала эти деньги. Сейчас бы я, конечно же, уже не отдала никаких денег. Я бы сказала, дорогая ты моя, ты попользовалась манежем и хочешь мне его вернуть? До свидания. Ты, когда приехала за ним, я тебе предложила его открыть, ты мне сказала, что ты мне доверяешь, что все хорошо. Все, эти слова есть на камере видеонаблюдения на улице, поэтому никаких возвратов я не принимаю уже. Потому что, как сейчас, снова, мне становится понятно, что эта женщина часто так делает, и у нее уже, знаете, есть какие-то заготовки, какие-то вот такие вот психологические приемы, когда она начинает просто на человека давить, не отвечать ни на какие вопросы, не высылает никаких, как это называется, пруфов о том, что где-то там какие-то дырки, какая-то грязь, причем дырок я вообще никаких не нашла в манеже, я не знаю, в чем было дело вообще. В итоге мне пришлось мыть этот манеж,
Я его, слава богу, отмыла, потому что у меня очень много всяких есть классных средств для чистки всего дома. Я clean freak. Вот. Я его отмыла, просушила на улице и продала нормальному человеку. И давайте я вам расскажу последнюю историю на сегодня, иначе я вас уже явно утомила. Про человека, который просто меня прокатил. Вот примерно год назад я решила купить байк-трейлер для детей. Это, знаете, такая тележка, которая крепится к велосипеду, чтобы можно было возить детей с собой по каким-то трейлам. Очень веселая вещь, особенно в летнее время. И вот я нашла этот байк-трейлер на маркетплейсе. Так, вот я очень хочу купить этот байк-трейлер. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь, и я сегодня его заберу. Цена меня устраивала. В дальнейшем место, где живет этот человек, меня тоже устраивало, потому что это было, ну, где-то в часе езды от дома, но ради такого байк-трейлера я была готова проехать час вообще в легкую, потому что мне очень хотелось уже кататься на велике, но так как мне нужно брать везде с собой своих детей, я очень горела желанием купить этот трейлер. Окей, long story short, я пишу этому чуваку, все, значит, я выезжаю, он мне выслал свой точный адрес, я через буквально секунд 20 пишу ему, все, я выезжаю, я вбила этот адрес в навигаторе, посадила детей в машину, и мы поехали. В общем, пока я ехала, этот мужик кому-то продал этот байк-трейлер. Причем самое интересное, что когда я ему написала, что I'm on the way, то есть я уже выехала, он написал окей. То есть он как бы меня ждал, получается. И когда я ему написала, что я буду через час, он написал окей. Затем я приезжаю, вижу, что он мне пишет сообщение, что это продано, то есть sold. И я такая думаю, блин, может быть он просто мне написал, что как бы продано, чтобы никто больше не купил этот байк-трейлер. Я начинаю ему писать, что я здесь, все, я его сейчас готова забирать. Я стою около твоего дома. И он мне пишет, нет, я продал этот трейлер. Я его спрашиваю, как ты мог его продать, если мы с тобой договорились, что я к тебе еду уже за ним. Он мне ничего не написал, он мне ничего не ответил, он просто написал, что так я его продал. Я просто была, знаете, в таком шоке от того, как человек просто вот тебя, грубо говоря, послал нахуй. То есть мы с ним договорились, что я к нему еду. Мне ехать, не близко, целый час. И человек просто ради того, чтобы, видимо, быстрее продать, либо кто-то ему сказал, давай я куплю на $5 дороже, он, не спросив меня, например, что тут есть человек, который хочет купить дороже, может быть, там, давай я уступлю ему, раз тебе далеко ехать, ты там где-нибудь в другом месте купишь. Хотя бы написать мне о том, что давай как-то поговорим об этом. Если ты тоже хочешь купить, и есть другой человек, который которому также нужен этот трейлер. Он ничего этого не написал, он просто уведомил меня о том, что, извините, я продал 15 минут назад. И я как дура, знаете, в машине с 2 маленькими детьми сижу и понимаю, блять, знаете, такое лицо вот это вот. Окей, как бы вот. Ну что я могу еще сделать с этим человеком? Причем он даже не вышел из дома, чтобы поговорить вот как бы лицом к лицу со мной. То есть, видимо, ему было настолько стыдно выйти даже и сказать мне о том, что он продал это кому-то на, не знаю, $5 дороже. Посмотреть просто, знаете, вот в глаза человеку. Мне было тогда так обидно, вы себе не представляете. Знаю еще моих детей, как они себя очень шумно ведут в машине. Знаете, я, как говорится, рисковала жизнью для того, чтобы купить этот трейлер и ехать туда целый час и остаться просто ни с чем. Ребят, это было все на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мне очень хочется, чтобы сейчас вы больше расслаблялись и больше слушали каких-то историй из нормального мира и перестали зацикливаться на плохом.
В общем, я надеюсь, что мое видео немножко развеселило вас, и я буду дальше делиться с вами офигительными историями из моей жизни. Так что, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!